Здравствуйте. Сегодня завершился очередной чемпионат Республики Беларусь среди мужчин и женщин по шашкам 64. Что я хочу сказать, что в принципе и старшее поколение участвует, и молодежь участвует. Ну, молодежь где-то совсем хорошо играет. Победителем стал Артем Тихонов мужского чемпионата. И молодежи, которая участвует в первенствах, точнее сказать, в первенствах мира Европы, достаточно было в этом соревновании. И девушек много, достаточно сильных. Но, в принципе, кто-то хорошо выступил, кому-то надо расти еще в мастерстве. И, в принципе, что я главное хотел сказать, почему я делаю видео. Этот чемпионат был знаменательный для Аркадия Мироновича Плакина. Это был 60-й чемпионат. Я так думаю, что это вот в русские шашки. Я чуть не общался, то есть определенный момент вот на эту тему не общался с Аркадием Мироновичем. Не спрашивал, что как, ну, это, я думаю, только русские шашки. То есть, ну, представляете, сумасшедшая просто цифра, 60-й чемпионат. Почему я так вот сказал, то есть, не зря чуть-чуть сказал, там интересные очень факты в биографии Аркадия Мироновича были. Я хотел взять, кстати, сегодня у него интервью попытаться, но как-то вот ему было не до меня, Аркадию Мироновичу. Он хотя обещал, ну, посмотрим. Я хочу, то есть, может, какие-то интересные моменты спросить, потому что я думаю, что вот всегда беседа с мэтром, может, у меня, конечно, вот здесь с качеством записи, особенно сейчас вот начинаю опять делать видео, конечно, с качеством записи у меня не все хорошо, это естественно. И интервью тоже это надо как-то брать все-таки на телефон, но я думаю, что лучше взять такое интервью, чем никакое. Тем более вот что-то осталось бы вот именно в таком формате, осталось бы потомкам. Кстати, я очень рад, что Аркадий Миронович играет в этих чемпионатах. Все-таки очень важный момент – это передача мастерства, во-первых, юным спортсменам, ну и конечно, большой какой-то стимул вот сыграть с Аркадием Мироновичем Плакиным. Все-таки это легенда белорусских шашек. Я напомню, что Аркадий Миронович это единственный у нас на данный момент спортсмен, который имеет звание заслуженного мастера спорта Республики Беларусь. То есть много, конечно, у нас сейчас достойных спортсменов, которые могут это звание иметь, но покуда вот Аркадий Миронович единственное и покуда неповторимый, то есть, который имеет это звание, ну, ему, то есть, с одной стороны, он был чемпионом мира, с другой стороны, еще дали за старые заслуги, конечно. Большие очень заслуги еще в чемпионатах Советского Союза. Неоднократно он чемпион Советского Союза, поэтому вот в свое время дали ему это заслуженное звание. Поэтому давайте посмотрим. Да, кстати, вот интересный очень момент еще есть по чемпионатам Республики Беларусь. Аркадий Миронович еще, наверное, единственный человек, который играл в женском чемпионате Республики Беларусь. То есть это как-то, ну, у некоторых вызовет интерес большой. То есть какая-то там была нестыковка, то есть, по-моему, нечет. Возможно, что мало людей. Вот я хотел бы спросить поподробнее. Когда-то он мне рассказывал, но, к сожалению, все забывается. То есть, у Аркадия Мироновича память на эти события хорошие, вообще на многие события хорошие. Есть ему много чего рассказать. Вот я, кстати, когда-то бы взял у него интервью, если будет, конечно, у него там желание. Он у нас периодически в школе появляется. В школе, кстати, помогает тренировать юных спортсменов, поэтому возможно, что интервью какое-то будет. Ну, давайте не будем загадывать. Поэтому все очень, наверное, сложно. То есть.
И вот он играл в этом чемпионате Республики Беларусь. Интересно очень было послушать его рассказ. То есть, по-моему, он там никого не обидел. В каком плане никого не обидел? То есть, он, по-моему, все партии выиграл, не повлиял там на распределение мест в турнирной таблице. Ну, такой забавный эпизод был. Кстати, вот по поводу чемпионатов Республики Беларусь сегодня мне вспомнился один эпизод, то есть новейшая история, к сожалению, по-моему, 5 человек вообще играло, то есть то ли там в круг, то ли в два, я не помню. Но был такой эпизод, сейчас, конечно, вот любо-дорого посмотреть. Участвует и молодежь, и старшее поколение, то есть интересные чемпионаты. Может, не везде, и не всегда отвечает уровню чемпионатов Республики Беларусь, но сейчас это общая тенденция. И, наверное, вот как раньше, вот после распада вот Советского Союза, таких чемпионатов, наверное, уже не будет. То есть все-таки другая структура совершенно была. И к этой структуре, ну, я просто, ну, наверное, 99,9% уверен, что мы не вернемся. То есть все изменилось, мир изменился, то есть и в частности очень многое у нас изменилось в шашках, поэтому к этому мы, наверное, никогда не вернемся. К тем же чемпионатам Минска, когда вот одну-две партии можно было играть, в один день играли, то есть, ну, хитрая очень система была. Конечно, система была шикарная, но к этому мы уже не вернемся. Так, давайте я вот хочу показать. К сожалению, я не посмотрел еще, чуть-чуть вот посмотрел, точнее сказать, партии, но для формата моего канала я покуда не выбрал там ничего. Но партия, я вижу, что есть интересная. Надо анализировать. Я думаю, что вернемся к чемпионату, к творческим именно итогам. Хочу показать, раз я уже об Аркадии Мироновиче Плакине начал говорить. То есть, очень интересная партия у него была. Очень интересный фрагмент был на Кубке Республики Беларусь. И он выиграл эту партию, но вот каким-то образом могла возникнуть очень интересная позиция. Давайте мы ее посмотрим. Ход белых, и вот такой вот парадоксальный ход. То есть здесь нельзя ходить сюда, понятно, из-за вот этого, ну, допустим, я приблизительно буду показывать. Позиция очень хорошая, то есть пусть не обижается Аркадий Миронович, но вот именно позиция, в чем сила игрока состоит, в том, что есть у него хорошие и плохие позиции. То есть мы много сейчас, вот даже я смотрю сейчас в русские шашки больше начал смотреть. В связи с тем, что определенными проблемами у нас тут в стоклетках. Не буду их озвучивать, все прекрасно знают. То есть у нас чуть, конечно, плоховато сейчас со стоклетками стало. Дело в том, что русскими шашками больше занялись, начали смотреть много партий. И вот Аркадий Миронович, в частности, и выигранных партий много смотрим, и проигранные попадаются, и в том числе такие вот, когда он отбивал именно плохие позиции, то есть, ну, шедевры просто. Я, кстати, вот у меня другое отношение совершенно к игре, то есть выиграна, проиграна партия. Я даже вот бывает очень сильно, кстати, в стоклетках горжусь своими проигранными партиями. Пару проигранных партий, то есть просто шикарные. Проиграл, но все-таки я считаю, что определенный даже вклад я внес в развитие там каких-то разыгрывания позиций, либо, ну, то есть в какой-то даже, может, в какую-то копилку творческую, шашечную. Ну, здесь Аркадий Миронович вот очень, конечно, силен в этот момент. Ну ладно, я уже все, здесь много сильно наговорил, поэтому скоро буду возвращаться. Если все в порядке, то буду возвращаться больше к формату именно показа позиций. Вот здесь вот FE5. Смотрите, позиция классная. Вот это она могла встретиться в реальной партии. DC3. То есть давайте, ну, EF6 либо GF6. Давайте. GF6 сначала я покажу. ED2. Вот здесь вот FG5. И вот удар вот этот вот. Видите, это могло все
в реальной партии встретиться. То есть потрясающая идея, конечно, здесь. Сюда, тогда если сюда, то сюда. Вот эта вот идея в партии тоже могло быть, в принципе. И на Ef6 такая же идея, в принципе. Практически что сюда. И вот такая мысль. Такая полностью партия. Ну, понятно, что так. ед2 на сюда. Понятно, что будем играть сюда. Ну, вот такая вот позиция могла получиться в партии Аркадия Мироновича Плакина. И сейчас, чтобы Аркадий Миронович Плакин не обижался, покажу я партию 2007 года, как он мне тут четко достаточно выиграл. Тогда в русские шашки играл. Вот единственное, что я вот не могу понять, да, я стоклеточник, в принципе, и вот из логики кто-то всегда вот хочет, чтобы всегда был расчет в русских шашках, но вот у меня, допустим, логика в игре должна присутствовать всегда. То есть я все-таки стоклеточник, то есть у меня стоклеточное мышление больше. Не больше, точнее сказать, у меня оно появляется везде, это стоклеточное мышление. И вот почему я здесь, в этой позиции, это чемпионат Республики Беларусь 2007 года, то есть почему я не АБ4 ходил, сложно сказать. То есть вот я и сейчас подумал, почему я не пошел так. Наверное, кстати, вот этот ход, может, даже и самый лучший был. Кстати, я вот здесь вот подумал, что интересное, кстати, продолжение. Может, он не лучше был? Вот ЕД6 только сейчас вот нашел. Сюда-то нельзя, в принципе. Это за этой идеей. Так, тут выиграно, не выиграно, наверное, выиграно, конечно. Да, ну сюда, так отдают сюда сразу. Наверное, так, то есть, я думаю, самое проще. То есть, может быть, может вот у меня, я зря на свое стоклеточное мышление, тут думаю, что-то плохое, возможно, нет, но здесь, наверное, нет, все-таки надо b4, конечно, играть. Ну вот ef4, да, и вот смотрите, как четко Аркадий Миронович реализовался. ед6. Я, кстати, вот не могу ничего найти, то есть на этот ход идея такая, то есть вот этот элементарная идея. А было CB4, GF6, вот я поменялся, вроде меняться надо, и вот где тут ничья, можно сказать. Не знаю, не могу я найти абсолютно. Смотрите, вот Аркадий Миронович четко реализовал черными, четко реализовал этот выигрыш. Ну, вот такая вот позиция. Ну, я, в принципе, сегодня заканчиваю. То есть постарался кое-что по Аркадию Мироновичу рассказать. Ну и, как я говорил, наверное, постараюсь, может, даже какие-то формат интервью сделать вот сейчас вот на канале, если что-то будет удаваться. Ну и больше, наверное, позиционные игры. Сейчас уже в такой вот период вступаем, что можно какой-то контент давать на канале. До новых встреч!